Жили-были старик со старухой, и были у них две дочки. Итак, возвращаемся к причинам, по которым Лукашенко так ненавидит белорусскую культуру и громит ее со страшной силой. Поговорим про сказки. Нет, не про те сказки, которые нам на уши уже 26 лет вешают синеющие пальцы, а про самые, что ни на есть народные. А вы тоже заметили, что в Беларуси с народными сказками происходит какая-то нелепица? Я вот с самого детства удивлялась. Ведь что такое национальные сказки и почему они так важны? Национальные сказки – это сконцентрированный опыт народа, который сталкивался с какими-то очень страшными ситуациями. Народ переживает эту ситуацию, выбирает лучший сценарий для выживания и передает своим потомкам готовые решения, как выжить и как не сломаться в кризисной ситуации. И тут ключевое – именно выжить и именно не сломаться. Как остаться собой и с честью пройти все испытания. У каждого народа свои сказки, особенные, потому что у каждого народа свой опыт и своя история. У нас же белорусские сказки в советское время были в основном бытовые и, мягко говоря, какие-то выхолощенные. В очень многих случаях там не то что с опытом, там и с логикой что-то не то происходит. Хочу напомнить. Каток золотый лобок, воробей мышь с вечным таким же нелепым спором, что лучше, корешки или вершки. Як селянин зарабился помощником цара, мужик и цар, про царского генерала и мужика. Дурные люди, дурный пан, обнабитым дурню, ну что-то там еще про мужика и про хитрых попов, которых мужик тоже обманывает. Типа як поп подманул Тараса одной, а Тарас яго двойчы. Ксёндж заміж д'ябла, поп у валовой шкуры. Ах да, отдельно еще про белорусских женщин. И на белорусских женщинах в прямом смысле черт ногу сломит. Шорт и баба и шорт, як себе мужик поразил с лихою жонкой, дед злодей, а баба ворожбитка, жонка и разбойник, Роська-змагарка. Нас же все заставляли читать эти псевдосказки и изучать этот набор очень странных персонажей в стране. Других белорусских сказок у нас в советское время и не было. Посмотрите, там же нет ни одного разумного персонажа. Даже вроде бы целиком позитивный персонаж. Каток золотый лобок. И тот какой-то стрёмный. Я лично бы от такого держалась подальше. И где тут сконцентрированный опыт народа про репрессии, про войны, про смерть, про жизнь, про любовь и про борьбу за свое счастье? Про долгую дорогу, которой идет белорусский народ. И про то, что наши предки встречали на этой дороге. Десятилетиями и целым поколением маленьких белорусов вбивалось в головы, что мы тупые, власть у нас тупая, священники у нас тупые, армия у нас тупая. А если что-то у нас и получается хорошее, то исключительно случайно. А разве не подобное нам годами вбивал в голову и Александр Лукашенко? Тупые мы, криворукие, за что не возьмемся, получается ерунда какая-то в итоге. Иногда, правда, в этих сказках упоминалось, что попадаются умные белорусские женщины, ведьмы или очень мудрые ведуньи. Хорошо, что жена попалась строгая и авторитетная. Благодаря этим ведьмам и ведуньям, строгим и авторитетным, как нация, как народ, мы и спаслись. А вот со всеми остальными персонажами какой-то гомон получается. Понимаете, на таких сказках просто не могли вырасти поколения белорусов с нормальной, здоровой самооценкой, а тем более верой в свои силы. Соответственно, не могли бороться за свои права, потому что подсознательно были уверены, что все бесполезно, и ничего у нас-то толкового получиться не может. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! Есть такой синдром. Называется выученная беспомощность. Что это такое? Это когда человек, имея все возможности, даже не пытается улучшить свою жизнь, потому что не верит в свои силы. Такое состояние выученной беспомощности сопровождается потерей чувства свободы и контроля над ситуацией, неверием в возможность перемен к лучшему, а также неверием в достижимость таких перемен, подавленностью, депрессией, как без нее, и даже ускоренным наступлением смерти. Феномен был открыт аж в 1967 году. Выученная беспомощность чаще всего встречается у жертв насилия, и особенно системного насилия, когда насилие над человеком идет годами. Например, женщина боится идти учиться водить машину, потому что ей вбивали в голову с самого детства, что водить машину не для женщин. Она боится заранее, что не справится, даже не попробовав. Выученная беспомощность – это то, что все 26 лет формировал у белорусского народа Лукашенко. А до этого формировали довольно странные и урезанные белорусские народные сказки, которые печатались в советское время. Лукашенко, как наследник советской эпохи, вспомните колхозы, агрогородки, и вот это вот все, выученную беспомощность формировал специально.
потому что людьми с выученной беспомощностью легко управлять, легко манипулировать, поскольку они не верят в то, что они сами на что-то способны, и считают себя ничтожествами и ни на что не способными людьми. Когда уезжаю куда-нибудь, спички прашу, чтобы вы не подожгли страну. Ну, думаю, точно, как детей. Нельзя на минуту оставить. Спички прятать уже надо от них, чтобы не сожгли страну. Обратите внимание, это Лукашенко говорит про управленцев, взрослых людей, которых он сам лично подбирал себе в команду. А говорит о них как о слабоумных или о детях, хотя по возрасту у тех явно внуки уже в наличии. То есть Лукашенко сознательно подбирает себе в команду людей, у которых трудности даже с тем, чтобы самостоятельно открыть холодильник. Что такое выученная беспомощность в публичной сфере? Это когда люди боятся менять Лукашенко на кого-то другого и зачем-то требуют стопроцентных гарантий, что ситуация уж точно изменится к лучшему. Как правило, выученная беспомощность рождает излишнюю подозрительность. Человек не верит себе, не верит в себя, и поэтому не верит, что может получиться что-то хорошее. Он подсознательно ждет беды и везде ищет знаки приближающейся беды, которая докажет, что ничего хорошего из попыток поменять свою жизнь не получится. Обратите внимание, что одно из самых культовых антивоенных произведений белорусской литературы, культового белорусского писателя Василя Быкова, так и называется «Знак беды». И оно именно про то, как два пенсионера решили бороться с фашистами. И в результате довольно глупо потеряли свою единственную корову. Очень сильно пострадали, потеряли надежду, а в итоге отчаявшиеся женщины решают пожечь себя и сарай с бомбой. Знак беды заканчивается пророческими словами: «Но бомба дожидалась своего часа». Рано или поздно жертвы страшного системного насилия восстают. И не веря в лучшее, и не веря, что есть надежда, идут до конца. Это именно то, что происходит в Беларуси сегодня. Революция отчаяния, которая превратилась в революцию с достоинства. За право не только зваться, но и быть людьми. Одна из наших правозащитниц сидела в тюрьме вместе с бабушкой 69 лет. Эта женщина оказалась в тюрьме за убийство своего мужа. Она вышла замуж за него в 19 лет. И все эти 50 лет мужчина издевался над ней. У женщины были поломаны ребра, руки, пробит череп в нескольких местах, на теле множество шрамов. И вот в 69 лет она не выдержала, взяла топор и зарубила своего деда. На суде эта женщина сказала, что жалеет только об одном, что не взяла топор раньше, в 19 лет, потому что она бы вышла из тюрьмы в 27-28 лет, и у нее впереди была бы своя, долгая, свободная жизнь. А так 69 лет плюс тюрьма рассчитывать на какую-то жизнь уже поздновато. Я часто вспоминаю эту женщину. Скорее всего, ее уже нет в живых. В белорусской тюрьме жизнь не сахар. Сегодня весь белорусский народ жалеет только об одном. Почему мы все не начали бороться против Лукашенко так массово, намного раньше? Скинули бы его уже в 96-м году и уже даже забыли бы о том, что такой персонаж был. Но история, увы, не терпит сослагательного наклонения. Выбор был сделан. И наша жизнь эти годы проживалась так, как она проживалась. Но наш выбор, в том числе, зависел от того, какие сказки нам читали в детстве, и были ли в этих самых сказках сценарии, когда перемены к лучшему зависели от самого человека. А таких сказок нам в детстве не читали. Я, когда выросла, прочитала «Шляхтича Завальня» Яна Борщевского, а потом книги Владимира Короткевича, и поняла, что это не мы такой уж придурковатый народ без фантазии, а кто-то очень сознательно уничтожал аутентичные белорусские сказки. Кто-то очень продуманно лишил белорусов наших, настоящих белорусских сказок. Уничтожал специально, чтобы выбить ту самую почву из-под ног, лишить уверенности в себе и своих силах, а также убить надежду на лучшую жизнь и задушить уверенность, что мы достойны лучшей жизни и лучшей доли. Уничтожала, точнее уничтожали, чтобы воспитать ту самую выученную беспомощность у целого народа. И я открою вам еще один секрет. Плохие ситуации случаются даже с самыми хорошими в мире людьми. От этого не застрахован никто. Вы не несете ответственности за те преступления, жертвой которых вы стали. В преступлениях всегда виноват преступник. Но когда человек стал жертвой преступления, его избили, унизили, издевались и даже, возможно, изнасиловали, понятно, что вы не виноваты, но все равно бывает очень тяжело восстановиться и встать на ноги. Иногда даже кажется, что жизнь кончена, и ничего хорошего в ней не ждет. Но это не так. После долгой холодной зимы всегда приходит весна. После темной ночи всегда приходит рассвет. А самое темное время суток всегда перед рассветом. Важно помнить, что несмотря на нечеловеческие пытки, на издевательства, на тяжелую ситуацию, вы выжили.
И если мы говорим про выживание, именно выживание в нечеловеческих ситуациях, когда очень тяжело, и кажется, что последняя черта так близко, что все проиграно, выжить невозможно, и остается только смириться и сломаться, то одна из методик спасения и выживания не как травмированного, запуганного, сломанного существа, не как я батьки, а вас, как уникальной личности, которая имеет ценность не жертвы, а выжившей, это рассказать свою историю. А если очень страшно рассказывать, всегда страшно. С нами со всеми случались страшные истории, о которых говорить вслух очень страшно и больно, то расскажите свою сказку о том, как было больно, трудно, но вы справились. Расскажите свою собственную историю, свою сказку своим детям и внукам, потому что они тоже должны это знать. И тогда и они справятся, даже когда вас с ними уже не будет. И когда вы начнете рассказывать свою историю, то поймете, что она не заканчивается сейчас, а все только начинается. А самое главное, вы всегда можете изменить концовку сказки на ту, которая вам нравится. История белорусского народа не закончится никогда. У нас у всех впереди долгая дорога, и мы, как белорусский народ, по ней пройдем вместе. Живи Беларусь!